Всем привет, это человек без свитера, но какого-то хрена решивший назвать канал свитеров. Но да ладно, сегодня я бы хотел поднять тему того, как найти свой стиль в рисовании. Собственно говоря, почему я вообще решил записать этот видос? Всем похуй. Несколько лет назад, когда я только начинал свой путь, я очень хотел быть похожим на крутых художников, у которых уже был свой стиль в рисовании. Хотел иметь индивидуальность и быть замеченным благодаря своему стилю. Наверное, так же, как и вы, я пересмотрел тонны, килотонны, терабайты, видосов на тему того, как найти свой стиль. Некоторые действительно помогали, некоторые были какой-то мотивационной программой, я не знаю, как это еще назвать. Но, честно говоря, что-то интересного и полезного для себя я не нашел. Вот поэтому я и записал видео на эту тему. Потому что я знаю, что таких как я тысячи, десятки тысяч. Я буду безумно счастлив, если после просмотра этого видео вы поймете, в какую сторону вам начать движение, какой путь вам предстоит выбрать. Можно пытаться быть похожим на других, можно пытаться делать что-то свое уникальное. Даже фанарты это считается стилем рисования. Я так не считаю. Но самое смешное, что ни один из способов не проявит вашу индивидуальность и не поможет вам найти свой стиль. Потому что, пока вы сами не поймете, чего вы хотите, вы не сможете сделать ничего, чтобы продвинуться дальше. Честно говоря, я даже завидовал людям, которые за несколько месяцев находили свой стиль рисования и рисовали так годами. Серьезно, у меня были и такие знакомые. Да всем похуй. Я же искал свой стиль, наверное, года 2, может 3. И даже сейчас, я остаюсь совершенно недоволен тем, как я рисую. Но это нормально, так и должно быть. Если ты недоволен своими работами, ты обязан совершенствоваться дальше, пока не дойдешь до своего предела. Но предела так и не наступит, потому что ты вечно будешь недоволен своими работами. Так и должно быть. Так ты будешь расти и развиваться. Так с чего же, сука, начать? А я вам отвечу. Все очень просто. Для начала взгляните на вот эти вопросы и попытайтесь ответить на них. Причем ответить максимально честно для себя. Ну а первое. Не гонитесь за стилем. Он в любом случае придет сам по себе. На это понадобится времени. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то это займет месяц, год, неделю. Неважно, он в любом случае придет к вам. Просто делайте, что любите. А самое главное, делайте это с душой. Множество моих знакомых художников начинали свой путь в рисовании с фанартов. И это, кстати, не очень-то и плохо. Но главное, не пиздить чужой стиль. Вы даже не представляете себе, как вас загрызут художники за то, что вы спиздили чужой стиль. Вместо этого лучше используйте метод заимствования. И я сейчас говорю не о целой работе, а о том, чтобы вдохновляться отдельными частями работы других художников, начиная с кистей и заканчивая анатомией. Я сам очень многое в своих работах перенял от других авторов, начиная с лайна, покраса, анатомии, теней и заканчивая цветовой палитрой. Но, наверное, самое важное это то, что вы хотите передать в своей работе и с чем она будет ассоциироваться у людей. В пример можно привести художницу Марию Протас. В своих работах и в своих комиксах она передает всю душу современной России. У людей она вызывает ассоциации с панельками, поездами, улицами разных городов России. Но помимо этого, ее работы вызывают спокойствие. Ну и не будем забывать об охуительных шутках в ее комиксах. Блять, господи, как же они прекрасны. Так вот, смешивать стили других художников неплохо, но не перебарщивайте с этим. Иначе получится каша, и ваша работа не станет от этого уникальной. Скорее будет очень похожа на работы других художников. Просто запомните, что во время поиска вашего стиля ваша главная задача не спиздить чужую работу и спиздить чужой стиль, а сделать свою работу уникальной. Ваша работа — это ваш взгляд на мир, не забывайте об этом, дамы и господа. Итак, касаемо души в вашей работе. Назовите мне хоть одного художника, который не вкладывал хотя бы чуточку души своей, в свою работу. Не надо бездумно копировать носы, руки, пальцы, хотя как их можно, в принципе, скопировать? Стиль рисования отдельных частей тела, не надо их копировать. Просто
Пытайтесь сделать так, как вам нравится, опираясь На на чужие мой работы. член. На просторах того же Пинтереста я натыкался на людей, которые в наглую перерисовывали чужие работы и выдавали их либо за свои, либо... Да я не знаю, какую цель они преследовали, честно, я без понятия, но просто сам факт. Зачем? Для чего? Зачем вы это делаете? Тебя это О ебать не сайтах, должно. где вы можете подчеркнуть свое вдохновение. Я говорить нахуй не буду, идите в пизду, блядь, найдете сами. Ну на крайняк Pinterest откройте, блядь. Кстати говоря, о Пинтересте им вы будете пользоваться очень часто, блядь, очень часто. Чуваки, самое главное это экспериментировать. Не бойтесь рисовать то, чего вы никогда не рисовали. Это поможет вам быстрее найти себя. Ну вот, захотелось тебе нарисовать тибетский храм. Нарисуй. Не откладывай, не пытайся избегать то, чего никогда не рисовал. Попробуйте разные стили рисования. Это может быть как и лайн-арт, так и без лайн. Без разницы. Пробуй, пока не поймешь, что нравится больше. Очень простой способ для этого, который советуют многие художники. Попробуй нарисовать своего персонажа в разных стилях. 5-10, например. Почему нет? Пусть это будет даже пиксель-арт, без разницы. Во время процесса ты поймешь, что тебе понравилось больше и что вызвало то самое чувство, когда ты доволен тем, что ты сделал. Это видео ни в коем случае не гайд и не мотивационная программа. Это видео про вопросы, которые вы не задаете сами себе. Наверное, самый главный вопрос, который вы должны себе задать, это чем мой стиль отличается от других. Ебать, я только сейчас понял, что мой видос похож на курс Гусейна Гасанова, блядь. Кто такой Мышление этот ваш миллионера Гусейн нахуй. Блядь, какую формулу мы имеем в итоге? Спиздить как можно больше, но добавить свои отличительные черты. Да ладно, нет, ну шучу, конечно нет. Представь, что твоя работа это сишка. Так вот, закинь на бумагу разные сортов табака, ебани уникальный фильтр и не забывай налепить бренд. Ведь какая сигарета без бренда? Готово, нахуй, все, твоя работа закончена на этом. Или нет? Да бля. Чуваки, не забывайте, что ваша работа не заключается в том, чтобы спиздить что-то у других художников. Вам нужно сделать эту работу своей. Поэтому не нужно бездумно пиздить что-то у других художников. Просто старайся вдохновляться их работами, либо отдельными частями их рисунков. Таким образом, вы сможете найти то, что нравится именно вам. Ну а как известно, на каждый товар найдется свой покупатель. И если ты попытаешься спиздить чью-то работу, выдать ее за свою, перерисовать или использовать стиль другого автора, тебя сделают медиа-изгоем, блять. Ну и небольшой советик, такой совсем небольшой. Чуть-чуть стоит, наверное, все-таки подучить бы анатомию и теорию цвета. Ну, прям совсем чуть-чуть, хотя бы базово, чтобы у тебя было хотя бы представление, и твои работы не были похожи на кусок. Если вам все же интересно, разрешается нахуй мной пиздить мои работы, любые. Но не в том плане, в котором вы подумали, а в плане того, что если вам захотелось подчеркнуть что-то из работы, которая сейчас вы видите в SpeedPaint, либо из моих остальных работ, которые есть в моих соцсетях, блять, кстати, подписывайтесь на... Вы можете спокойно это делать, я буду не против. Даже если вы, кстати, захотите перерисовать какой-то из моих рисунков, я тоже буду не против, мне будет интересно посмотреть, поэтому скидывайте, если что-то дорисуете. Ну а так, надеюсь, хотя бы образно я смог ответить на ваш вопрос, на ваши душевные терзания и муки. Ну а если же нет, идите нахуй.